ходе Гомельско-Речицкой операции 63-я армия Колпакчи, наступая в направлении севернее Гомеля и Жлобина, освободила часть восточных районов Белоруссии. В последующем армия вела бои местного значения с целью улучшения занимаемых позиций. Отличившийся в этих боях 8-й отдельный штрафной батальон вышел в район села Майское Жлобинского района и занял там оборону на левом берегу Днепра. Вскоре после двухчасовой артподготовки войска перешли в наступление, и батальон продвинулся на 4-5 километров. Но вскоре выяснилось, что соседи продвинуться не смогли, и штрафбат остался с открытыми флангами. Этим сразу же воспользовался противник, начав отрезать и окружать штрафников. Согласно боевым документам частей, в этом районе, кроме 8-го штрафного батальона, действовал еще и 33-й отдельный штрафной батальон. 8 декабря 1943 года распоряжением штаба фронта из 8-го отдельного штрафного батальона на должность командира 33-го штрафного батальона был направлен заместитель комбата Осипова майор Мурза Илья Митрофанович, грек по происхождению. 33-й штрафбат был срочно сформирован в первой половине декабря 1943 года из избыточного контингента штрафников, не умещавшихся в штатные рамки 8-го батальона, и позже вошел в качестве усиления в состав 348-й стрелковой дивизии. Из журнала боевых действий дивизии. С середины декабря 348-я стрелковая дивизия Ивана Федоровича Григорьевского ведет тяжелые позиционные бои с переменным успехом на рубеже Антоновка, Майская, Малые Козловичи, Денисковичи на подступах к Жлобину. 14 декабря 1170 и 1172 стрелковые полки дивизии дважды переходили в атаку, но под сильным огневым воздействием, не добившись успеха, продвинулись всего лишь на 250-300 метров. 1174 стрелковый полк двумя батальонами закрепился на занятой первой линии обороны противника. Потери составили убитыми 78 человек, ранеными 209. 15-16 декабря дивизия отбила 8 ожесточенных контратак немцев. Потери составили убитыми 78 человек, ранеными 209. 15-16 декабря дивизия отбила 8 ожесточенных контратак немцев. В ходе последней контратаки немцам при поддержке сильного арт-минометного огня удалось потеснить наше подразделение, отбив обратно первую линию. При отражении контратак погибли 186 красноармейцев, 362 ранены. 21 декабря 33-й отдельный штрафной батальон был придан в качестве усиления сильно потрепанной к тому времени 348-й стрелковой дивизии, которая вошла в состав 35-го стрелкового корпуса 63-й армии Колпакчи. К исходу 22 декабря 33-й отдельный штрафной батальон скрытно провел ускоренный ночной марш и вышел в район 20-25 километров восточнее Жлобина и получил боевую задачу овладеть прямой дорогой на Жлобин. Перед батальоном немецкая оборона представляла 3 сплошных траншеи, 30 пулеметных гнезд, 6 дзотов с тяжелыми перекрытиями и множество блиндажей. Здесь занимала позиции 31-я пехотная дивизия вермахта. Перед траншеями были проволочные заграждения, противопехотные и противотанковые минные поля. Согласно журналу боевых действий 348-й стрелковой дивизии, 23 декабря 1943 года в 12:30 после артподготовки силами 44-й отдельной тяжелой пушечной артиллерийской бригады резерва главного командования батальон совместно с 1170-м стрелковым полком перешел в атаку. В 12:40 решительными действиями подразделений противник выбит с передней линии, и батальон завязал бои за вторую линию обороны. В 12:55 стремительным броском 33-й отдельный штрафной батальон ворвался во вторую линию обороны и вышел к восточной окраине Малые Козловичи. С 14:45 в ходе ожесточенной схватки 33-й штрафной батальон майора Мурзы
умелым маневром захватил Малые Козловичи и продолжает вести бой за высоту 147,6, при этом отражая сильные контратаки немцев из района леса севернее Грачева. Здесь батальон встретился с танками противника. Особо отличился боец Прохоров. Он, вооруженный бутылками с горючей смесью, пополз навстречу танкам. Но одна бутылка, разбитая вражеской пулей или осколком, воспламенилась. Прохоров вспыхнул как факел, но не повернул назад, а встав во весь рост, рванулся к танку и упал на него, разбив о броню вторую бутылку. Танк загорелся. 5 раз немцы переходили в контратаки, но все они были отбиты. Таким образом, батальон, овладев прямой дорогой на Жлобин, выполнил поставленную командованием боевую задачу. Военный совет Белорусского фронта отметил героизм и мужество солдат 33-го отдельного штрафного батальона и снял судимость со штрафников, которые были восстановлены в офицерских званиях и назначены на командные должности. 33-й отдельный штрафбат обеспечил успех всей 348-й стрелковой дивизии. Дорогой ценой досталась эта победа. Только в боях за деревню Малые Козловичи батальон потерял 97 человек убитыми и 215 ранеными. При этом уничтожив до 450 немецких солдат и офицеров, захватив 11 пулеметов, 6 минометов и одну 37 мм пушку. 2 марта 1944 года обратно в состав 8-го отдельного штрафного батальона были переведены большая часть штрафников из 33-го штрафбата. Комбат майор Мурза 16 января 1944 года передал командование батальоном полковнику Кащенко, которому и досталась честь расформировать этот героический батальон, а сам он убыл на курсы командиров полков. Таким образом, геройский батальон просуществовал в итоге менее 3 месяцев. Вечная память павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч на полях сражений.